Но мы также хотим перейти к другим главным новостям, за которыми мы следим для вас прямо здесь в прямом эфире от Fox, и это связано с крупным взломом, который произошел недавно и о котором только что объявило Министерство финансов США. Они говорят, что китайские хакеры украли документы в крупном инциденте, и прямо сейчас это обсуждается здесь, конечно, в разных направлениях, поскольку китайские хакеры, спонсируемые государством, взломали ограждение компьютерной безопасности Министерства финансов США в этом месяце и украли документы в том, что Министерство финансов назвало крупным инцидентом. Согласно письму законодателям, хакеры скомпрометировали стороннего поставщика услуг кибербезопасности BeyondTrust и смогли получить доступ к несекретным документам там. Итак, серьезная брешь в безопасности, о которой мы хотим продолжить говорить прямо сейчас в прямом эфире от Fox, и я хочу пригласить нашего следующего гостя в этот час, чтобы помочь разобраться с этой брешью и тем, что она может означать. Итак, это Натаниэль Брэдли из Data Vault Holdings, он основатель и генеральный директор. Спасибо большое, что присоединились к нам, мы это очень ценим. Спасибо, что пригласили меня. Рад тебя видеть, Майк. Хорошо, давайте сразу перейдем к делу для всех, кто смотрит. Вы думаете о том, ладно, Министерство финансов, большой департамент, имеет отношение ко многому, мы говорим о защите нашей экономики, и с этим нарушением, что это значит, и о чем вы думали, когда услышали это? Ну, в преддверии этого было много разговоров о TikTok, и это подход к нашей молодежи, и как они проникли на первое место, у них есть приложение номер 1 среди молодежи США. И теперь это атака, которая, опять же, у казначейства будет документация, которая даст вам представление о жизни американцев почти во всех аспектах, и есть огромная угроза для наших предприятий и наших сообществ, когда вы смотрите на это конкретное нарушение, которое произошло через сторонний источник. Поэтому компания по кибербезопасности BeyondTrust, которая является третьей стороной казначейства, предоставила ключ безопасности, который используется на рабочих станциях. И это то, что в конечном итоге было, нам не раскрыто, как этот ключ безопасности попал в руки этих китайских хакеров, но это действительно был процесс или форма атаки. Здесь была возможность получить доступ к рабочим терминалам с помощью ключа безопасности, предоставленного BeyondTrust. Так что в дополнение, вы знаете, это то, о чем я подумал, когда услышал об атаке, было на самом деле, вы знаете, продолжающееся нападение на наши данные и использование их нашими врагами в отношении понимания каждого аспекта Соединенных Штатов и того, как мы живем, как мы работаем, в чем участвуют наши предприятия. И эти инсайты дают, знаете ли, китайскому правительству инсайты об их собственном коммунистическом режиме. Они способны приспособиться и увидеть информацию, которая была нашей собственностью и собственностью нашей нации. Так что это очень тревожная угроза. And these insights give, the Chinese government insights into their own communist regime. They are able to adjust and see information that it was proprietary to us and proprietary to our nation. So it is a very concerning threat. Да, конечно, и если бы вы могли нарисовать картину для наших зрителей, когда хакер проникает через эту третью сторону и может получить доступ к некоторым компьютерам, которые являются частью Министерства финансов, как он затем перемещается. Хорошо, давайте вытащим этот файл, давайте откроем его, как они ориентируются, проходя через все это, и что они собой представляют, или у них есть представление о том, что они ищут, и есть ли еще препятствия, когда они входят, чтобы попытаться получить больше данных. Что ж, это время года, интересное время для атаки. Конечный результат для хакера, как будто он сидит в кресле перед терминалом, имея ключ для доступа ко всему, что может делать терминал. Вероятно, в ходе обычной работы люди заметят эту активность. Обычно в это время года мы уезжаем в отпуск или в другие места, где к этим терминалам можно получить доступ и использовать их без немедленного уведомления. Теперь я бы сказал, что ФБР, агентство по кибербезопасности и безопасности инфраструктуры,
инфраструктуры США быстро отреагировала, как только узнала о взломе, и в этом случае, похоже, они отреагировали довольно быстро. У нас были и другие нарушения со стороны других хакеров в нашем правительстве, где эти троянские кони месяцами оставались без обнаружения. Это, похоже, скорее ограниченная или острая атака, когда крадут определенные документы. И опять же, это только мое мнение. Но что касается реакции нашего правительства, у нас есть чрезвычайно сильная инфраструктура и механизм реагирования. Мы лучшие в этом в мире в отношении кибербезопасности. Мы лидируем в этом мире, и это служит хорошим предзнаменованием для нас, чтобы продолжать блокировать эти системы. Но опять же, как только данные были взломаны и у нас отняты, мы никогда их не вернем. И я бы просто повторил в отношении использования TikTok и проблемы отказа там, где мы боремся как нация между полезностью технологии и конфиденциальностью вокруг нее. И это становится ключевыми проблемами, поскольку мы все больше и больше технологий включаем в наши семьи и в наш бизнес. Происходит вторжение в личную жизнь. И когда вы говорите о том, что иностранное правительство имеет доступ и владеет информацией о наших личных и деловых отношениях, наши общие стратегии могут быть раскрыты. Это все то, с чем мы должны бороться. И у нас в стране есть прекрасный механизм, чтобы это делать. There is a privacy encroachment, and when you talk about a foreign government having access and having information about our personal and our business relationships, our overall strategies can be revealed. These are all things that we must fight against, and we have a great mechanism in this country to do that. Нейт, это все такие замечательные ответы прямо здесь, и я просто думаю, знаете, у вас может быть так много разных защит, у вас может быть так много разных защит на компьютере или просто в инфраструктуре, но как вы сказали с TikTok, если вы приветствуете это, вы загружаете это в свое программное обеспечение и говорите: «Эй, заходите, вот мой телефон, вот мои данные», верно? Да, мне не нужно ставить жучок в вашем офисе, если ваш 13-летний ребенок сидит прямо напротив вас, и у меня есть возможность записывать, чтобы получать информацию из этих приложений. Итак, это видеоприложение, и это видео настолько показательно, знаете ли, в отношении нашей среды, где мы находимся и с кем мы находимся. Так что это все то, что другие правительства, когда они узнают о нас, могут создать уязвимости. И когда вы смотрите на напряженность, которая продолжает расти между нашими двумя странами или между нами и китайским правительством, идея о том, что у Соединенных Штатов есть аппарат вокруг нашей инфраструктуры кибербезопасности, которому просто нужно уделять большое внимание в отношении нашей внутренней и внешней политики. Знаете, похоже, если бы вы были международной вражеской хакерской группой, возможно, лучший способ проникнуть в жизнь американцев — это не пытаться просто проникнуть, знаете, через компьютер, как раньше, а придумать приложение, которое станет вирусным, и тогда вы сможете просто войти. Конечно, и смотрите, этот конкретный ключ безопасности, который вышел, знаете, и я уверен, вы знаете, наше правительство занимается этим относительно того, как это произошло, но эти третьи стороны, которые, знаете ли, играют свою роль, очень важную роль, они также должны удвоить усилия в отношении своих процессов и процедур, пересмотреть это, убедиться, что это никогда не повторится, но также установить ущерб, который мог быть нанесен здесь этой атакой. Знаете, у нас есть аппарат для реагирования. Я уверен, что в отношении нашего противодействия в этом, что мы никогда не услышим об этом противодействии, но будьте уверены, что правительство Соединенных Штатов не потерпит этой деятельности со стороны китайцев. И это, знаете ли, постоянная провокация нашей страны по поводу безопасности и конфиденциальности наших людей и наших предприятий, а с правами на свободу и конфиденциальность у нас появляется обязанность в этой технологической экосистеме иметь соответствующую инфраструктуру. Средние и малые предприятия не могут иметь дело с Китаем, они не могут вести эту борьбу, и это роль нашего правительства. И у нас очень сильный аппарат, которому нужно больше внимания, ему нужно
нужно больше приоритетов. А потом, когда вы смотрите на такие вещи, как TikTok, у нас есть социальная проблема в отношении нашей любви к полезности этих технологий. Мы видим, как наши дети наслаждаются социальными аспектами этих социальных приложений, но в случае с TikTok мы должны рассмотреть вопрос о его владельце и о том, как эти данные обрабатываются, и это не создает для нас уязвимости, и этот диалог идет прямо сейчас. Но даже наш собственный президент боролся с той же головоломкой, ему это было нужно, чтобы достучаться до нашей молодежи, и это многое говорит о той заявке, и поэтому есть некая середина, и есть аппарат здесь, в Соединенных Штатах, чтобы заняться этим, и снова, мы лидеры, изобретатели этого, и поэтому мы лучшие в этом, и, знаете, у китайского правительства есть враг в нас, которого они не могут победить в этом вопросе. And again, we are the leaders, the inventors of this. And so we're the best at it. And, the Chinese government has a foe in us that they cannot defeat with respect to this issue. Очень верно. И Нейт, здорово было поговорить с вами. Спасибо большое, что пришли и дали нашим зрителям замечательную информацию. Спасибо.